Друзья, привет! Меня зовут Мария, и мимо меня едет очень шумный грузовик. Не могу так снимать. Yeah, you can. But be careful. What kind of program? Так, друзья, ну вот видите, просто стоит мне поставить камеру, сразу откуда ни возьмись, да, то дети, то молодые люди. Оцените, я сама сейчас оценю. Друзья, привет! Меня зовут Мария, и вы на моем канале Sound Like a Russian. Сегодня вас ждет третий эпизод из сериала под названием «Россия глазами со стороны». Россия глазами человека, который уехал оттуда и какое-то время уже живет за границей. В общем, я буду рассказывать о том, чего я не замечала раньше, когда я жила в России. И для сегодняшнего видео я накопила 8 таких заметок, 8 таких наблюдений. Хочу поделиться ими с вами. Мне кажется, очень любопытные заметки получились. Какие-то из них вы узнаете, потому что так или иначе я уже говорила о них в других видео. Но они слишком яркие, чтобы не повторить, чтобы не рассказать о них снова. Оцените вид, как вам? Осенний лес, такое заброшенное место, кажется, но на самом деле это туристическая дорожка. И, кстати, вы не поверите, но как только я установила камеру, откуда ни возьмись, появились туристы, дети снова, да? Я прям магнит для прохожих. Точнее, моя камера, наверное, магнит для прохожих. Вот, смотрите, сзади там мост, может быть, вы мост не видите. Мост – это немножко шумный фактор, конечно. А вообще сзади меня река Тиса, и вон там на заднем плане, видите, такой розовый домик. Как это здорово, да? Как дом у озера, только дом у реки. Давно хотела снять здесь видео. Здесь я гуляла, уже проходила этот туристический маршрут и обратила внимание на вот это местечко. Такое дикое, тихое, симпатичное, да? И оцените погоду. Оцените погоду. Сейчас уже ноябрь. Я перед вами вот в такой одежде. Сейчас на улице где-то градусов 12, наверное, 13, может быть. И вот свитер, юбка, сапожки, все. Мне не холодно. И погода – это первый пункт, который я хотела как раз отметить. Действительно, не буду скрывать, погода здесь более солнечная, спокойная, чем в России, в Москве, да, там, где я проводила осени и зимы последних лет. В ноябре в России уже обычно очень пасмурно, идет дождь, ветер, сильный ветер, и невозможно выйти на улицу без теплой одежды, без верхней одежды, без шапки, хочется надеть перчатки. Здесь, видите, нет такого. Сейчас на улице где-то градусов 12-13, но я даже не чувствую этой прохлады. Возможно, от того, что я снимаю видео, я в движении, такая вся активная, поэтому мне не холодно. Но вообще, правда, здесь не так холодно. И да, сейчас дует ветер, именно вот в данную минуту, когда я говорю, но обычно ветра не так много или ветер не такой сильный. И благодаря этому немножко легче переносится осень, конечно. Конечно, легче, потому что в России с наступлением октября уже хочется начать пить витамины. Не то, что хочется, нужно уже пить витамины, потому что кожа начинает шелушиться, руки обветривают, все такое сухое, и постоянно холодно, и хочется как-то согреться, пить постоянно горячие чаи. Хотя горячие чаи мне хочется пить и здесь. Ну, в общем, вы меня поняли, атмосфера уже зимняя в России обычно с наступлением октября. А здесь
Ну, даже не знаю. Пока я просто привыкаю к таким сезонам, мне очень странно вот в таком виде разгуливать в ноябре. Но это приятно, не буду скрывать, это неплохо. Это неплохо. Еще один очень неплохой фактор. То, что отличает Венгрию с очень хорошей стороны. Венгрию и некоторые другие европейские страны, насколько я знаю, насколько я слышала. Здесь очень недорогое вино в магазинах. В России вино все-таки более дорогое. В России вино подороже. Если вы хотите приобрести какой-то хороший напиток, то, скорее всего, он будет стоить денег, да? Плюс есть риск купить плохое, испорченное вино, от которого вам будет потом не очень хорошо на следующий день. Или можно даже отравиться, если вы купите вино дешевое в России. А здесь вина, прям очень недорогие. Даже странно сначала, но к такому очень быстро привыкаешь. Не могу сказать, что я, конечно, пью вино постоянно. Вот, хотя, в общем, хороший фактор. Приезжайте в Венгрию, пить вино. Вино здесь вкусное. Здесь есть сорта винограда, именно венгерские, очень вкусные, очень приятные. И белое, и красное. Ой, господи, жук, уходи. Так, следующий пункт, про который мы с вами поговорим, это магазины, конечно. Вино продается в магазинах, но, друзья мои, можете себе представить, в Венгрии очень много праздников. Очень много праздников. То день святых, то еще какой-нибудь день праздничный. В общем, каждый праздничный день магазины закрыты. Есть в городе один магазин, который работает круглосуточно, но он далеко. До него еще нужно дойти или доехать. И понимаете, вот выходной, да, хороший день, когда можно сходить в магазин, не торопиться, закупиться на всю неделю. И сколько уже раз такое со мной было, я подхожу к дверям магазина, а двери не открываются. Автоматические двери. Двери не открываются. И в первый раз я подумала, господи, что такое? Авария случилась, двери заклинило, может быть. Хожу вокруг магазина, ищу, может, есть другой вход, смотрю в стекло, думаю, так, где люди, может, постучать. А оказывается, они просто отдыхают. Праздник у них, отмечают они праздники. Это, в принципе, неплохо для психологического равновесия, да, для здоровья коллектива в магазине. Это неплохо, но это непривычно. И это то, что отличает Венгрию от России. В России даже в праздники магазины работают за редким исключением. По-моему, даже 1 января работают у нас магазины. Просто у них более сокращенный день, но мне кажется, работают. Но 1 января – это, наверное, единственный день в году, когда все тихо. И люди на маленьких скоростях живут. Но в остальное время, вне зависимости от праздников, что магазины будут работать. Что еще такого интересненького я тут выписала? По праздникам магазины закрыты, да. Про расстояние. Я вам это уже говорила, да, говорила, что расстояния в России воспринимаются не совсем так, как в Европе. И вот, например, сейчас я хожу в университет пешком, и пешком мне идти до университета минут 45. 40-45, иногда 50 минут пешком. Для меня это нормально. Можно, конечно, на автобусе поехать, но я каждое утро думаю, почему бы не прогуляться, почему бы не освежиться, полюбоваться городом, да, проснуться. Это полезно, приятно гулять пешочком. В общем, для меня это не какое-то огромное расстояние. И даже 50 минут пешком, нормально, выполнимо. Потому что я жила в Москве, и я знаю, что там даже до метро вы можете иногда идти просто 20 минут. 20 минут только до метро, а потом еще на метро ехать. И вообще
добираться из одной точки в другую точку в течение часа – это абсолютная норма для Москвы. Тут, когда люди узнают, что я иду пешком 40 минут, с их лицами происходит что-то невероятное, они явно сильно удивлены и даже шокированы, они не понимают, как вообще можно, зачем вообще идти пешком 45 минут. В общем, 50 минут, 40 минут пешком, здесь это прям большое расстояние, это долго. А в Москве и в Питере, мне кажется, есть у людей такая привычка гулять, много ходить. Ну, в Москве не знаю, в Москве по-разному. В Москве не то чтобы это привычка, просто выбора там нет иногда. А в Питере люди действительно любят много ходить, много ходят, много гуляют. Ой, мне кажется, или муха сейчас села прямо на камеру? Вот интересно, вы там муху посмотрите. Да, вот такое вот замечание интересное. Восприятие времени. Восприятие времени, оно... Восприятие расстояния и восприятие времени другое. Другое. Да, и про время еще один пункт. Здесь я заметила очень интересную особенность в университете, в расписании пар. Пары начинаются в примерное время. Для каждой пары дается примерно 2 часа, и преподаватель может начать ровно в 10, например, может начать в 10:10, в 10:15 и закончить тоже так, примерно через 1,5 часа. В нашем университете в Москве пары начинались ровно там, в 12:20. Или в 13:10, и заканчивались тоже так ровно, в 14:40 ровно заканчивается пара, и преподаватель должен за этим следить, за временем. Это было для меня немножко странно сначала, но сейчас я даже оценила эту примерность, это удобно, и есть большие такие перерывы между парами, можно отдохнуть, попить чая, переключиться с группы на группу, с предмета на предмет. Но все равно это любопытно, согласитесь. Обычно говорят, что европейцы пунктуальные, а русские люди более такие вальяжные, свободные, могут и опоздать. А тут получается совсем наоборот. В организационном вопросе таком русские люди показывают себя как четкие, пунктуальные, организованные и ограничивающие свое пространство, а европейцы показывают такую вальяжность и примерность. Примерность – плохое слово. Вальяжность. И ну, не то, что не пунктуальность, но большую неорганизованность, вот так скажем. Следующий пункт – это пункт в пользу России, 100%. Когда я приехала сюда, нужно было очень быстро подключить Wi-Fi в квартире, подключить интернет. К чему я привыкла в России? В России вы въезжаете в квартиру, звоните в службу, которая занимается мобильной сетью, интернетом и так далее, и работники этой службы приезжают к вам в тот же день или на следующий день после вашего звонка. Этого же я ожидала и здесь. Да? Позвонили, приезжайте, завтра у нас будет интернет. Думала я. Но на самом деле, знаете, как здесь принято? Ну, вы знаете, да, те, кто меня слушает, скорее всего, большая часть именно из Европы, и вы-то знаете. Но, наверное, вам будет интересно послушать, что для русского человека ваша система очень странна, мягко говоря. В общем, здесь мы позвонили в службу, эту интернетную службу, и работник этой службы пришел к нам только через 3 недели. И это нормально, это считается нормой. То есть все 3 недели я возмущалась, я негодовала, я думала, да что ж так медленно, да как же так можно работать, что это за служба такая? Я думала, проблемы в этой службе.
А потом я поговорила со своими европейскими студентами, и мне говорят, что ой, 3 недели это еще нормально. Вообще обычная ситуация, это у нас так и происходит. Интересно, да? Ну вот в России происходит это побыстрее. Во всяком случае, в Москве и в моем городе, там, где у меня был опыт подключения интернета в квартире, это происходило гораздо быстрее. Вот такая история. Вот эта вальяжность европейская, я ее открыла для себя. И в то же время для меня открытие вот эта русская организованность. Никогда бы не подумала, что я скажу про русских людей так, что русские организованные люди в каких-то моментах. Ой, ну и вообще не могу обойти стороной тему бюрократии. Наверное, вы слышали, что в России худшая бюрократия в мире. Есть такой стереотип. И я так и думала. И многие русские люди, которые сталкиваются с бюрократическими трудностями в России, тоже так думают. Думают, что в России худшая бюрократия. Вот в России не умеют работать люди в этой администрации. Документы теряются, все это происходит очень долго, надо что-то переделывать постоянно, ходить из одной конторы в другую. В общем, какой-то бесконечный процесс мучительный. Так вот, спешу вам сообщить, что Европа в этом смысле победила нас. Победила. Все. В Европе бюрократия уж точно не лучше. Не буду говорить хуже пока, но просто не лучше. Тоже присутствуют ошибки, тоже присутствует какая-то лень, человеческий фактор в не очень хорошем смысле иногда. Люди скидывают с себя ответственность, перекладывают ответственность на других работников, не знают, как вообще происходят процессы. Ну, в общем, бюрократия, одним словом. И для меня открытие, что в России на самом деле не худшая бюрократия. Она просто, видимо, во всем мире она примерно одинаковая. Но в чем глобальное отличие русской бюрократии от европейской, во всяком случае, от венгерской? Это настроение, с которым вы уходите из бюрократического бюро, скажем так. В России... Ой, но опять же, я рассказываю про мой опыт. И мой опыт говорит о том, что в России люди, которые работают в бюрократических сферах, очень часто в плохом настроении. И когда вы приходите решать вопрос с каким-нибудь документом в России, вы уходите из этого офиса в очень плохом настроении тоже. Потому что с вами так разговаривают холодно, мягко говоря, холодно. Вы начинаете чувствовать, что вы как будто виноваты в том, что вы пришли решать этот вопрос. Или вы виноваты в том, что вы неправильно заполнили очередную анкету. В общем, какое-то неприятное чувство в вас вселяет все это мероприятие. В Венгрии же такого я не заметила. В Венгрии как-то люди улыбаются, скажут вам 200 раз «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», улыбаются, господи, обсудят с вами ваши проблемы, попытаются вам помочь, сделают вид бурной деятельности, сделают вид, что они очень сильно пытаются вам помочь. Но при этом такое отношение никак не гарантирует, что ваши документы сделают быстро или качественно. Никак не гарантирует. Вы можете прийти, и вам скажут: ой, какие хорошие документы вы подготовили, какие у вас хорошие документы, вы такой молодец, все будет здорово, все оформим. Все будет совсем скоро, даже не надо переживать, даже не волнуйтесь, даже вообще расслабьтесь. И вы уходите в таком настроении, в таком радостном, расслабленном, классном настроении из этого бюро. И через месяц, через два оказывается, что там была сделана какая-то ошибка,
и надо все переделывать. Вот, вы намереваетесь ворваться в это бюро, чтобы разобраться, чтобы поставить всех на место, чтобы исправить эту ошибку. А вас опять начинают настраивать. Успокойтесь, да все хорошо, да не переживайте, да что вы так нервничаете, да все решится. И вот ваша ярость, ваша решимость уже опять превращается в такое вот беспомощное, но довольное настроение. Вот, про бюрократию поговорили достаточно. Напоследок я оставила такой пункт интересный, о котором я бы хотела даже с вами порассуждать. Вы знаете, может быть, что венгры при встрече целуются. Когда венгр встречает знакомого человека, хорошо знакомого, родственника или даже мало знакомого человека, венгры не только жмут друг другу руки, про это мы с вами уже говорили, да? Ой, дует такой ветер, давайте я его пропущу. Наверное, прямо в микрофон задувает, да? И не слышно. И красиво зато листики падают. Так вот, да, венгры не только жмут друг другу руки, венгры еще целуются 2 раза в щечки. Причем надо сначала поцеловать левую щеку, а потом правую. Вот, я запомнила, наконец-то. И вначале у меня это вызывало сопротивление, потому что у нас так не принято. Русские люди целуются только 1 раз. И то это происходит в кругу родственников, в кругу родных людей или между подружками, девочками, например. Это может произойти. Но, опять же, 1 раз поцелуй в щеку. Или русские люди целуются 3 раза на православные праздники, например, на Пасху. У нас так принято целоваться 3 раза. Но вообще поцелуй – это для меня, во всяком случае, более интимный контакт, более близкий контакт, потому что вы соприкасаетесь вот так вот, вы лицом к лицу, видите друг друга, дышите друг на друга и целуетесь. И когда я об этом рассказала венграм, они так удивились и спросили меня: Маш, а русские люди как, вообще ничего не делают, когда здороваются? Просто машут рукой и все? Нет, русские люди не просто машут рукой. Мужчины жмут друг другу руки. И еще у нас принято объятие. У нас принято обнимать друг друга. Ну, у коллег и мало знакомых людей нет, так не принято. Но если мы говорим о семейном круге, о круге друзей, о круге знакомых, хорошо знакомых людей, да, если люди давно не виделись друг с другом, ну вот, мы обнимаемся. И вообще объятия, мне кажется, у нас больше приняты, чем вот эти поцелуи. На что венгры обычно говорят, что объятия, когда люди обнимаются, для них, для венгров, это более интимный и близкий контакт, чем поцелуи. Вот можете себе представить? И я все время думаю, с каких пор объятия стали более интимным контактом, чем поцелуи. Ведь поцелуй – это что-то такое нежное, совсем родственное или романтическое. Но если мы говорим о поцелуе в щечку, то это родственное, да? А объятия… Ну, хотя нет, я могу представить, что объятия тоже ведь нарушение границ, да? Мы соприкасаемся всей грудной клеткой, всем телом. Вот. Хотя обниматься, знаете, можно по-разному, как и целоваться. Можно поцеловаться так, чисто формально, в воздух бросить эти поцелуи. И обниматься тоже можно на волосок, так, приобнять слегка, даже не дотронуться, на расстоянии 10 сантиметров, знаете, некоторые так обнимаются. А можно обнять от души, чтобы косточки захрустели, так прямо, чтобы человек почувствовал, как ты скучаешь по нему. Да, в общем, объятия объятиям рознь, как и поцелуи тоже бывают разные.
Но мне было бы интересно послушать ваше мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы при встрече что делаете? Целуетесь или обнимаетесь, или просто жмете руку, или, может быть, просто машете и даже не нарушаете 3-метровые границы. И главное, что для вас считается более близким контактом? Поцеловать в щечку или обнять человека? Вот что для вас более близкий контакт, более интимный контакт? Против какого контакта, против чего у вас будет больше сопротивления? Вот это интересно будет, если вы ответите. Вот. Но я к этой традиции уже привыкла. Сначала у меня было сопротивление, сейчас уже легче. Сейчас уже я сама и руку протягиваю, и целоваться уже бегу в первых рядах. Хотя вот с некоторыми людьми, с которыми я вижусь в первый раз, мне до сих пор странно целоваться. Ой, опять муха летает прямо перед камерой. Ну ладно, еще раз повторю. Хотя с некоторыми людьми мне до сих пор очень странно целоваться. С людьми, которых я вижу в первый раз. Особенно с людьми противоположного пола, с мужчинами. Для меня это до сих пор как-то немножко странно. Ну, как-то вот ты видишь мужчину в первый раз, да, и вы сразу уже там целуетесь. Странно, да? Не знаю. Все-таки объятие – это более дружеский контакт, а поцелуй более родственный и романтический. Вам не кажется? Мне вот кажется так. Поделилась я своими ощущениями с вами. Надеюсь, вы тоже поделитесь со мной. Надеюсь, вам понравилось это местечко. Мне здесь снимать очень понравилось. Такая вот прям природа, и дышится хорошо. Правда, ветерок дует. И я думаю, что, наверное, он в микрофон тоже задувает. Посмотрим. Ладно. Ладно, друзья, благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. Спасибо вам, что вы остаетесь со мной. Все, друзья, увидимся скоро в следующих видео. Пока-пока.